у каждого большого движения есть предыстория. И сегодня мы с вами разберем, какая предыстория у большого тренда. Итак, первое, чтобы поймать большой тренд. Если вы хотите ловить большие тренды, то вам нужно это сделать. Вам нужно рассказать или описать предысторию, то есть то, что вы увидели до этого. То есть вот произошло движение. Если вы торгуете золото, торгуете индексы, то могли видеть, как в четверг просто обвалились эти рынки. Особенно рынок индексов, NASDAQ, упал на огромное количество пунктов, и там наблюдался сумасшедший тренд внутри дня. И золото тоже. Да? Золото за сессию обвалилось на $33. Это не сказать, что экстремально много, но очень много. И как же мне поставить на поток торговлю вот в таких движениях, точнее не торговлю в таких движениях, а чтобы участвовать в таких движениях. То есть как мне быть начеку. И чтобы быть начеку, первое, вопрос, откуда эти движения приходят. Обратите внимание, сейчас рекомендация для американцев, кто торгует в 16 часов, да, по Москве в американскую сессию, то есть на открытие Америки. 16, 16:30, 17 в это время. Обратите первое на что внимание, это главная разгадка, да, может ли быть сильный тренд, это торгуется ли, или по-другому скажу, как торгуется Европа. Что значит, как торгуется Европа? Если рынок хочет взорваться, или, скажем так, может взорваться, обычно Европа торгуется в боковике. То есть как торгуется Европа? Скажем, у нас Европа открывается самое раннее. Возьмем с 8 и, например, возьмем до 15, до 16 МСК. То есть если в это время Европа торгуется в боковике, то есть если в боковике, то это первая, скажем так, единица информации, первый намек на то, что в Америку может быть жарко. Может быть жарко. И вы это заметите повсеместно на любом абсолютно инструменте. Если Европа боковая, то при прорывах, пробоях, сейчас мы до этого дойдем, в Америку, обычно они интенсивные. И оттуда могут зарождаться большие тренды. Давайте найдем Европу и Азию. Вот здесь это как раз четверг. Вот у нас максимум. Это у нас Европа и Азия. И вот у нас минимум Европы и Азии. То есть всего лишь диапазон в 60 пунктов. То есть здесь мы можем еще отметить величину диапазона. Теперь вопрос. Когда рынок обваливался или взлетал в американскую сессию, какой обычно был диапазон? Мы определили, что он должен быть узким. А сколько он обычно узкий? В долларах, например, или в пунктах, неважно. Примерно. Вот мы заметили, что здесь $6 диапазон. А это ли общая тенденция, общая динамика, когда, например, в американскую сессию большой тренд, восходящий либо нисходящий, что в Европу, диапазон Европы $6, да, 60 пунктов, ну, к примеру, по золоту. Давайте это исследуем. И мы начинаем исследовать, это же не так сложно. Мы берем и начинаем отматывать вот таким образом. Сюда берем. И на что я смотрю? Я эти некоторые дни пропускаю, потому что меня интересует тренд большой. Только вот мы видим, да, $40 очень много. И посмотрим, что общего между, например, этим движением вверх и движением вниз, которое я вам показывал. Первое, что движения были в начале американской сессии, и они составили $40, $30 примерно. А что было перед ними?
в период Европы. Вот Европа. Как торговалась Европа? В диапазоне. Какой был диапазон? 60 долларов. О, 6 долларов. Угу. Может быть, это является определенной закономерностью, которая в итоге ведет к тренду, и мы можем не то что предсказывать, а мы можем заранее подготовиться к большой волне, скажем так. То есть ее увидеть еще до того, как она накатила. И это вам дает большое преимущество. То есть вас это не будет удивлять, когда рынок взбесится. Вы уже будете готовы и с точки зрения психологии, с точки зрения внимания, ваше внимание будет сосредоточено. У вас будет внутренняя готовность торговать в конкретном, во-первых, направлении, потому что пробой канала в ту или иную сторону уже показывает вам направление, да, если пробили вверх-вверх, вниз-вниз. А что касается силы или величины движения, вы это можете предположить, и можете предположить, что цена потенциально пройдет 30, может быть, долларов, то есть ваш тейк потенциально может быть 30 долларов, это очень много. Таким образом, вы не будете скорее, быстрее закрывать сделку раньше времени, потому что если движение будет, то вы его обязательно поймаете при таком подходе. То же самое можно с любым другим торговым днем. Вот, например, бум! Сколько долларов мы взлетели? Еще раз, я сейчас смотрю только в американскую сессию. Сколько? 40 долларов опять. То есть мы посмотрели 3 больших дня, 30-40 долларов взлет или падение в американскую сессию, во сколько движение стартует. То есть мы можем вот таким образом собирать ценнейшую, полезнейшую информацию. Во сколько оно стартует? Во сколько стартует? В 16:30 зимой. Да? То есть трейдер в 16 часов должен быть как штык у экрана. Да? 16:30 МСК. Когда выходят новости в США. То есть в 16 часов должен быть экран. То есть мы знаем, когда это происходит по времени. У нас есть инструменты, да, например, золото, NASDAQ, другие индексы. Мы знаем, на что нам нужно обращать внимание, чтобы поучаствовать. И мы знаем, сколько цена потенциально проходит после этого взлета, и где может быть пауза, или где остановка, где нужно прекратить торговать в направлении тренда. Какая здесь была Европа, давайте посмотрим. Вот наша европейская сессия. Вот она. Узкая Европа, посмотрите, как торгуется Европа здесь. Преимущественный диапазон. Сколько долларов? Сколько долларов диапазон? 6. В среднем. Есть ли между тремя случаями общее что-то? Да. Я не говорю, что это именно так для золота или вообще вот это все, вот так надо, вот все 6, Аркадий сказал, значит все, я вот возьму 6, и если только будет 6, нет. Я вам пытаюсь вас навести на такие идеи прорывные, на которые вы, может быть, даже никогда не ссылались. Да, потому что это настолько, может это и понятно, может это настолько на поверхности, или просто как-то мимо вашего внимания проходило. Потому что не сигнал определяет, да, там, или то, что вы знаете, где уровень красивый, да, или там, где маркетмейкер сел. А вы можете наблюдать за закономерностями, тенденциями в общем своем виде. Потому что это создает внутреннюю готовность действовать, фокус на определенном событии с конкретными параметрами,